Всем привет, с вами Игорь, и сегодня про солнечное отопление, точнее про мой солнечный коллектор. Сразу хочу оговориться, что солнечное отопление, оно не может быть как основное нет, оно может быть как дополнительное, какое-то вспомогательное, для помощи, для основного. Но основное оно не может быть, потому что солнце, как сами понимаете, солнце или ветер, он сегодня есть, завтра его нет, или после обеда его нет, и все. Основное отопление, лучший вариант, это когда тепловой насос, и мне сейчас помогает очень много солнца. Я вот сейчас, например, в такое сейчас время вообще не включал тепловой насос еще ни разу. Я думаю, что сейчас солнечные дни, нормально все так, солнце, как говорится, рулит. Сейчас солнце рулит, да. Потому что уже как бы на улице и холодно, но тем не менее, благодаря тому, что есть солнце, каждый день почти солнце, то мне как бы ГВС и отопление полностью берет на себя моя солнечная энергетика. Это солнечные панели 8 киловатт, кто первый раз может зашел, не знает. Заходите, я оставлю ссылки на плейлисты, на всю свою альтернативу в описании, и в конце видео там будут ссылочки. И основной тепловой насос, а вот у меня вспомогательное это солнце. Зачем мне, например, сейчас включать тепловой насос, если я вполне могу бесплатно, совершенно бесплатно греться солнцем? Да, это вполне реально, я вам скажу, греться солнцем в сентябре, октябре месяце, не знаю, как в ноябре, это буду смотреть там дальше, будем вместе смотреть, я буду видео снимать, но сейчас мне тепловой насос включать не надо, потому что как бы то ни было, он все равно ест электроэнергию, зачем мне это? Так дольше проживет сам компрессор теплового насоса, он дольше мне прослужит. А сейчас я греюсь солнечным коллектором и солнечными панелями. Итак, сегодня про коллектор. Пришло мне уже блок питания на 24 вольта для моего вентилятора. Тоже я, кто не видел, смотрите, там я в прошлых видео про коллектор солнечный показывал этот вентилятор. Улиточка, сейчас я уже установил. Сейчас я так уже не покажу. Покажу, как я установил немного позже. Я это все смонтировал. И, наверное, вы сейчас даже слышите шум такой, да, за кадром шум есть от вентилятора шум, да, тут у меня рядом возле меня, тут буквально 3 метра труба, всасывающая и выбрасывающая, и такой от вентилятора стоит шум. Я не знаю, что с ним делать. Это мне как бы не очень нравится. Может быть, сделаю какой-то резиновый переход, там, чтобы он не плотно к трубе был примотан скотчем. Короче, сейчас полезем, я покажу, как я установил. Еще что хочу показать. Такой у меня флянец стоял на выходе с коллектора. На выходе у меня вход такой же самый и выход. На входе, понятно, там ничего не будет, потому что он снизу, там холодный воздух идет с дома. А на выходе что с ним случилось? И именно, что это случилось, он так видите, да, его температуры покоробило, такой весь стал. Потом я здесь, чтобы ее вытащить, что он туда остановился, так он был внутрь этим флянцем, чтобы вытащить, я это пришлось выломать плоскогубцами, чтобы ее вытащить. И это случилось не летом, потому что летом, как я заметил, у меня коллектор, он греет, но там таких температур заоблачных нет, что солнце так на него падает. У меня коллектор как бы вертикально стоит, и солнце так, то есть он греет плохо. А стало солнце опускаться уже сентябрь, октябрь, оно уже ниже, коллектор начинает все больше и больше греть, и это случилось буквально последние 2 недели. Такой хотя я снял трубы, я знал, что такое может быть, и я снял снизу трубу и сверху трубу с коллектора, поэтому у меня коллектор самовентилировался как бы, то есть снизу свободно в нижнее отверстие заходил воздух, в верхнее выходил, но тем не менее что случилось, видите. То есть я не знаю, какая там была температура, что этот вентиляционный, специальный вентиляционный флянец из специального пластика так его покоробило. Я не знаю, что там было за температура. Хотя, с другой стороны, все остальное, поликарбонат целый, ничего там не скоробило. Пенопласт тоже не расплавился, потому что он у меня, как вы знаете, кто не знает, у меня там
промежуток, как бы абсорбер стоит посередине. С одной стороны у него промежуток, я не помню, уже 3 или 4 сантиметра, и поликарбонат, это спереди. И сзади тоже прослойка воздуха. Потом идет ДВП, и к ДВП уже приклеен пенопласт. То есть там пенопласт, он как бы непосредственно не контактирует с горячим воздухом, только через ДВПшку. Вот, так что пенопласт целый, я смотрел, правда, он там немного сверху, с верхней стороны, где самый горячий воздух, он немного отклеился от рамки деревянной. Вот так я видел, что он как бы уже там, ну, отклеился от ДВПшки. И ДВПшка тоже, как бы, я залазил рукой в верхнее отверстие, пробовал ее изнутри, то там какая-то вроде ее как бы коробит, я не знаю почему. Вполне возможно конденсат ночной, а потом высыхание, вот это высыхание, откисание, намокание, отсыревание, потом опять высыхание. Короче, не знаю, что там с ним происходит, но я думаю, весной я сделаю ему ревизию, этому солнечному коллектору. У меня леса стоят, я их никуда не убирал, я вылезу, сниму, раскручу, он у меня полностью разборной. Кстати, это очень важно, чтобы у вас был полностью разборной коллектор, чтобы можно было ее почистить. Паутина, кстати, тоже вот. И я сниму поликарбонат, сниму абсорбер, там все раскручивается на саморезах и посмотрю, что там с тем ДВП делается. Еще, что я вот только что монтировал трубы, ну там все соединял, это там наверху, я снял вот эту гофру, посмотрел вот вниз, вот труба у меня идет канализационная серая 110 вниз в дом, я туда посмотрел, там полно паутины, товарищи, там все вот так вот переплетено, какая там может быть циркуляция воздуха. Короче, пришлось там у меня тряпку на палку и вот эту вот всю паутину убирать. Вот, это тоже очень важно. Если у вас есть коллектор, то обязательно перед сезоном отопления, там, когда вы ее собираетесь включать, поснимайте все воздуховоды и прочистите их от паутин. Там наверняка будет полно пауков и паутины. Это тоже очень сильно тормозит движение воздуха и, соответственно, эффективность нашего поликарбоната. Даже вам более скажу, я такое делаю даже в своих радиаторах. Стальные радиаторы у меня 22 типа. И я то же самое делаю перед каждым отопительным сезоном. Я беру штапик, палочка такая деревянная, тонкая. И во всех этих ребрах, раз, туда-сюда, каждое ребро. Вот, там такой жмут паутины тоже вытягиваю. Внутри радиаторов отопления. Это тоже очень важно. Потому что вот сильно падает тоже эффективность радиатора, если в нем внутри полно паутины. Так, ну вроде бы все сказал. Ладно, идем смотреть коллектор мой. Так, вот я вылез уже наверх. Включил тут свет, чтобы было видно. Только что тут все это соединял, работал. Вот что у меня получается. Вот это у меня выходной из дома труба, вот она. Это утеплитель, я ее еще замотаю хорошенько все. Вот эта вот труба выходит с дома, а это идет уже в дом назад. Тепленькая, кстати, надо будет ее еще как-то утеплять, потому что этот утеплитель это слабое. Вот, и вот здесь вот мой вентилятор стоит. Это обычное колено канализационное, туда дальше 110-я труба. И вот я примотал его скотчем так. Ну, а что бы и нет. Скотч нормально, такое крепежное, очень довольно-таки крепко оно все держится, мне нравится. Как говорил там один герой фильма, если скотч не помогает, значит надо больше скотча. Я с ним полностью согласен. Побольше скотча, и он всегда вам поможет что-то закрепить. Ну, что-то там синяя изолента. Это самое такое любимое крепежное средство. У меня скотч это такое самое, то, что мне нравится. Вот так вот я его закрепил. Здесь я, тут гофра алюминиевая дальше. Я ее просто тут как бы так разрезал с одной стороны, сложил аккуратненько. Вот, сюда надел на выход вентилятора, тоже все там, чтобы ничего не перекрыть. Вот, и замотал опять же скотчем. Тут тоже будет утеплитель. Вот, да. Хотя вот этот вот скотч, он сам по себе как утеплитель. Тут его столько слоев, что моторчик не греется, вроде все нормально. Вот, а вот здесь вот я подсоединился. Тоже у меня этот флянец, тот он
Флянец, тот, что я показывал, расплавился, а этот снизу он нормальный, целый. Я просто надел алюминиевую гофру и хомутиком вот так вот стянул его, все нормально, тут все держится снизу. О, ну, насчет вентилятора. Вентилятор это вообще, это зверь. Это зверь, это просто отпад, я вам скажу. Такой вентилятор мощный. Я от него такой прыти вообще не ожидал даже. Он, ну, дует сейчас. Вот даже я не знаю. А, кстати, еще блок питания. Вот мой блок питания. Это тот, что с Алиэкспресс пришел. Вот название его, кто хочет там, может такой купить. Ну, короче, видите, да? Такой хмуря на Алиэкспресс, он недорогой, на 100 ватт, с запасом. Вот даже я сейчас вот так вот пробую этот радиатор, он еле-еле тепленький. Ну, может, я ее еще закрою там, не знаю куда, тут такой блок питания. О, получается у меня к нему вот здесь 220 подходит, то сюда выходит 24 вольта. 220 я пустил просто через реле. Я его покажу еще сегодня. Термореле, он раз включилось термореле, сюда подалось напряжение и сразу уже работает. Вот, не знаю, видно или нет, но пенопласт мой, аж вот так вот, если смотреть, он прямо выдулся сюда, вот эти листы. Я, когда работали вот эти вот вентиляторы, которые у меня тогда были, такие, ну, плохие для вентиляции, кухонной вентиляции, ну, слабенькие, они, то он так не выдувался, он прямо, этот вентилятор выдул пенопласт. Я такого еще не видел. Это представьте, какое давление, что даже пенопласт повыдувался. Ну, так, не сильно, конечно, выдулся, но тем не менее, я не знаю, ну, на камеру, наверное, не видно, но я вот вижу, что он сейчас вот здесь вот посередине, вот здесь, он пузом так, видно, что выдулся. Вот такая мощность этого вентилятора. Так что вентилятором я очень доволен. Так, теперь выход. А, кстати, еще спасибо Владимиру. Привет Владимиру из Харькова. Это он мне подарил этот вентилятор. Вот, подписывайтесь на его канал. У него тоже там интересные котлы он делает, твердотопливные, солнечной энергетикой занимается. Вот, и это он мне подарил вот этот вот вентиляторчик. Ссылку на его канал я тоже оставлю в описании под видео. Ну, мне он очень нравится, я же говорю, это маленький, ну, он такой вообще, ну, небольшой, совсем небольшой, но прыти у него, это просто зверь, он такое давление дает. Я вам сейчас покажу, какую он температуру делает в коллекторе. Вот, это тоже видно. Ну, я и так показываю, да, что надулся аж пенопласт. Я такого даже и не ожидал, чтобы аж выдулся пенопласт ДВПшкой. Так, дальше. Вот это у меня выход солнечного коллектора. Вот. Ну, вот здесь вот он, конечно, теплый, этот тройник. О, это здесь у меня стоял этот флянец. Я его расплавленный, я ее вытащил. Отсюда выломал. Вот, он не годится. Это у меня заходит датчик туда, датчик температуры. Вот это, что я сюда тройник поставил, я думаю позже сделать здесь термоклапан. На всякий случай, если там пропадет электроэнергия или еще что-то, чтобы вот этот вот клапан как-то открывался. Может, электромагнит поставлю, катушечку какую-то. Ну, в случае чего, раз там пропал свет, температура зашкаливает, он раз открылся вниз. Вот, потом пружинкой, когда появился свет. Ну, как-то еще подумаю. Пока что я его заткнул бутылкой вот такой вот, подобрал бутылку львивские, как раз так по диаметру. Тут еще резиночка такая есть в этой тройнике канализационном. И как раз бутылка так в резиночку классно зашла, плотно. Вообще, то, что надо. Вот. И надулась. Ну, воздух теплый, надулась бутылочка. О, как бы вот так вот сейчас я пока что заткнул, такая пробка. О, ну и тут дальше пошло тройник, потом вот здесь вот колено, тоже 110, и тут уже надел гофру, гофра вот сюда вот. Тут тоже примерно вот на этом уровне заканчивается гофра, начинается опять канализационная вот эта 110 труба. Вот, я ее так вот утеплил, тут обмотал вот этим она обмотанная. Потом еще в один слой, потом еще у меня была пупырка, пленка такая с пупыркой, это упаковочная, там я не помню от радиатора или
от чего? Ну, короче, классная такая теплоизоляция. Вот на этом участке, отсюда примерно и до сюда получилось то, что надо. А там еще внизу я буду утеплять. Ну, вход, наверное, не буду утеплять, не знаю. Еще подумаю. А выход надо хорошенько утеплить. Вот здесь вот этот тройник. Я не знаю, чем ее замотать. И тут замотать ее не получится, потому что я ее тут приклеил к коробке сверху. И чем ее тут замотаешь? Но может я его просто обпеню. Возьму пену и ее тут так вот запшикаю, чтобы на нем был слой пены. Ну, там будет некрасиво, конечно, но зато оно будет тепло и надежно. А тут уже можно обматывать отсюда. Вот так вот у меня получилось. Вот, вход и выход с коллектора. Да, ну вентилятор это, конечно, сила. Сейчас я пойду посмотрим, какую он температуру создает в коллекторе. Как он выдавливает оттуда тепло. Это вообще. Так, идем на улицу. Так, вот я уже на улице. Показываю, как он выглядит. Мой солнечный коллектор с улицы снаружи. Леса еще у меня стоят. Пускай стоят, они мне не мешают. Ходить тут можно под ними. Вот. Весной сделаю ему ревизию. Пускай пока что греет, а весной я его разберу и посмотрю, что там делается с этой ДВПшкой. Леса мне не мешают. Вот. Температура, кстати, сейчас в коллекторе небольшая. Небольшая. Сейчас пойдем посмотрим, там терморегулятор у меня в дом. Вот. И я заметил, что благодаря тому, что небольшая температура в коллекторе, у меня перестал выгинаться внутрь поликарбонат. Вот. Так он из-за сильной жары выгинался. Или, может быть, он не выгинается внутрь, не знаю. Может быть, из-за давления вентилятора. Вентилятор довольно значительное давление выдает. Я бы сказал, даже сильное. И вот мой поликарбонат, он как бы раньше, вот при тех вентиляторах, он внутрь вот так вот как бы расширялся, наверное, внутренняя часть от высокой температуры, ну там плюс 80 было в коллекторе, и он внутрь расширялся и как бы вот так вот был, ну, в середину выгинался. Сейчас он стоит абсолютно ровно, я смотрю, вот, абсолютно ничего никуда не выгинается, вот. Ну, низкая температура в коллекторе плюс давление вентилятора, я думаю, вот это так сыграло. Вот, солнце сейчас вот такое у нас, вот. Ну, есть немного дымка, вот видите, да? Такое не очень яркое небо. Бывают такие облачка небольшие, перистые. О, но еще не пик. Еще как бы вот мой индикатор. Это у меня здесь тарелка спутниковая стояла. Еще не пик. Еще не 90 градусов светит солнце на коллектор. Вот видите, тень падает. Еще немного надо подождать. Так, идем смотреть, какая же там температура у меня в доме. Итак, вот я уже в доме. И сейчас у меня сверху коллектора, вы посмотрите, 40 градусов. Ну, 41 уже. Но он еще немного подрастет, температура, я думаю, до 90 градусов угла. Когда солнце будет падать на коллектор ровно 90 градусов, так сказать, прямо, то еще температура должна немного подрасти. Но потом она уже начнет падать. Но сейчас, даже сейчас я вижу, что 41, она не вырастет, она уже больше. Она, много, там, до 70, как у меня было раньше, прошлый год, 70-80 уже не будет. Это однозначно, что не будет. Вот, и я этому очень рад. Это просто чудесный вентилятор. Как раз то, что я и хотел. Я сразу, вот как только делал коллектор, я хотел, чтобы температура держалась примерно 35-40 градусов. Ну, максимум 45 на выходе с коллектора. Потому что, как я уже объяснял, при такой температуре, чем она ниже, тем выше коэффициент эффективности нашего коллектора, эффективность коллектора, его КПД как бы. Чем выше температура, значит больше разница температур наружного уличного воздуха и внутри коллектора, соответственно, больше теплопотери коллектора в наружный воздух на улицу, ну и, соответственно, меньше КПД. А вот чем меньше температура, тем лучше. Вот, ну видите, да, немного растет, так 41,5, ну может быть еще
до 43, максимум до 45 она дорастет, больше она не дорастет, я так думаю. Вот отсюда у меня сейчас выходит тепло. Ну, конечно, шум, да. О, тут такой поток теплого воздуха. Это, конечно, странно, почему-то прервалось мое видео и пришлось добавлять кусочек видосика. Ну, вот так вот. Сейчас вот отсюда вот дует. Это у меня выходная труба, а вот это вот входная. Вот, ну, по-моему, больше шумит входная, потому что вентилятор стоит на входной. А тут выходная, да, тут я специально ДВПшку поставил, чтобы этот воздух опять не шел туда, то есть не закольцовывалось, пускай оно сюда идет, это тепло. Да, шум идет в основном от этой трубы, от всасывающей трубы. Вот. Отсюда уже немного глушится, ну там через коллектор. Я не знаю, может какой-то глушитель поставить, советуйте, посоветуйте, кто знает, что делать с этим шумом. Вот, ну что шумит он так, я вам скажу, нехило этот вентилятор. Может какой-то сделать резиновый переходник, чтобы вентилятор держался не на самой трубе, чтобы не передавал эту вибрацию на трубу. Или глушитель сделать в самой трубе, то есть расширение какое-то в трубе. Ну не знаю, что-то такое надо придумать, потому что довольно-таки шумно работает. Но к мощности вентилятора и к его способности продувать вообще никаких претензий. Это просто сила. Это просто сила, а не вентилятор. Такой маленький, а такой вот прыткий. Вот видите, уже 42,6. Ну, это максимум, я же говорю, будет 45 градусов. Я думаю, это будет максимум. Больше оно не вырастет. Ну, ладненько, пора уже заканчивать видео, потому что и так я что-то его затянул сильно. Пишите, что вы думаете обо всем этом. Еще раз привет Владимиру. Спасибо за вентилятор такой чудесный. Мне он очень нравится. Все, всем пока, до следующих видео.